Я приветствую вас, представители знака зодиака Близнецы. Таро расклад. Что прояснится? Таро прогноз, цыганский старинный пасьянс, ближайшие события. Таро на неделю с 17 по 23 марта. Давайте узнаем подсказки карт. Конечно, останемся реалистами. Любой прогноз или расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки вы для себя получите. Если мы говорим, что же прояснится, вот давайте узнаем, что прояснится на этой неделе. Возможно, это будет связано с какой-то новостью или с каким-то событием, получением документа. Ретроградная Венера нам может вернуть некоторые истории из прошлого. И будьте внимательны, если люди возвращаются, допустим, в вашу жизнь, скорее всего, это зачем-то нужно. Может быть, для того, чтобы мы с чем-то определились окончательно и словно закрыли гештальт, но это одновременно может еще означать новые перспективы, у каждого по-своему. Давайте посмотрим, что же нам раскроют маленькие карты с их рандомными значениями. Вот смотрите, у вас какие-то сомнения, и вот эти мечи перекрещенные и связанные на конце, обратите внимание, это мы себя от чего-то сдерживали, или какое-то время мы вынуждены были, может быть, проходить какой-то сложный путь. И, конечно, мы приобрели опыт. Так вот, мечи – это тот опыт, который таким хорошим грузом находится в нашей душе и не дает мечте полета, например, или не дает нам возможности буквально расслабиться. Мы кому-то не верим. Это может быть еще и усталость. Скрещенные мечи – это не есть как в колоде Таро, выбор или что-то такое, которое подразумевает, ну, выбор раз есть, значит, и есть между чем, правда? Одно со знаком минус, другое со знаком плюс. Нет, здесь это как внутреннее состояние усталости. Или когда мы кому-то, повторяюсь, не доверяем, когда мы, может быть, в результате того, что долгое себя время вынуждены были сдерживать, или нас какой-то опыт, многократно повторяющийся, с одной стороны, закалил, но мы не добры самим себе. Мы здесь находимся как в состоянии напряжения, мы ждем какого-то подвоха. Поэтому вот такое состояние внутренней души почему-то может быть. Но, повторюсь, это не внешние события, это не есть, что вам что-то мешает, мои дорогие. Здесь, наоборот, обстоятельства, они совсем могут идти в другом ключе. Ну или, по крайней мере, как правило. Поэтому чего-то не упустить, я бы сказала. Вот об этом нам передают карты, что твое внутреннее эмоциональное состояние, оно не отражает тех внешних событий, которые с тобой могут происходить на этой неделе. У кого-то дорога, поездка, либо ваша, ну, может быть, и человека к вам, ну, может быть, это какой-то переезд, который вы будете планировать, или много дорог вообще на этой неделе, каких-то согласований. Возможно, и по высоким инстанциям, а для кого-то вы намереваетесь переехать далеко и надолго, у кого-то и это будет означать. Давайте смотрим, что еще у вас совпало. И должна сказать, в этой колоде карт мы можем соединить крайние значения по вертикали и по горизонтали, а у вас выпадает радость. И вот все то, что я говорила по мечам, внутреннее состояние, оно такое, ну, настороженное. А тем не менее, внешне какая-то радость, какое-то радостное событие, которое открывает перед вами новые возможности и перспективы. Или из-за недоверия, или из-за того, что вы себя в каких-то тисках буквально держите. Уделите вот этому внимание. Вот этот тонкий нюанс переложите на свою жизнь. И правда, тут какая-то дорога, которая вас ведет к уверенности, или какая-то возможность, возможно, и другая ситуация, когда вы куда-то поедете. И если мы спросили, что прояснится, при дороге вы что-то проясните, и это вам добавляет уверенности. Возможно, это будет как новость, событие, и вы перестанете о чем-то беспокоиться. Это правда. Но тогда не быстро расслабитесь, вот есть и такой момент. У вас выпадает
очаг, и это ваши близкие, это конкретно ваш дом. Может быть, вы дома что-то улучшаете, делаете жилье более комфортным. Но всегда, как и наши домочадцы, так и буквально стены проходят, и поэтому у каждого по-своему. Кто-то дома порядок наводит, ну а кто-то продумывает переезд куда-то далеко. И где вы будете находиться, как вы будете обустраивать быт. Или это происходит на этой неделе. Много поездок, может быть, и так тоже. Но и дела семейные, вопросы семейные, они тоже будут присутствовать. Вообще спокойное течение жизни. Свеча. Достаточно добрые энергии, мои дорогие. И действительно какие-то согласования. Вы можете получить важную бумагу, документ или составить, оформить какой-то договор. Может быть, это по части работы для кого-то из вас, а для кого-то просто получение, ну, как знаний каких-то, как поступить правильно по закону. Книга – это всегда высокие инстанции. И действительно, если мы складываем последний ряд, у вас еще выпадает конверт, и с этим конвертом идет значение какой-то новости, известия, информации или подписание какого-то договора, соглашения. Может быть, это и изменение законов, или законы у нас не меняются, но бывают поправки, это называется подзаконные акты. И, может быть, прежде вы что-то не могли осуществить, а здесь вы как раз сможете. Или каким-то образом действительно есть та данность, которая проясняется у вас на этой неделе, и теперь как минимум в одном деле нет недосказанности. Вы уже теперь точно знаете, как будет дальше. Но я где-то могу это предположить, будет увязано либо с вашим домом, либо с вашей семьей. Или с вашими отношениями, мои дорогие близнецы. Хотя я и допускаю, что это и работа у кого-то может проигрываться, и составление нового контракта, или смена работы как таковой. Может быть, карты еще говорят о том, что внешние события будут оказывать на вас влияние тоже, или смена каких-то положений. И это может говорить о том, что, к примеру, меняются какие-то, ну, как постулаты или что-то основное такое, фундаментальное, которое не мы меняем, а именно вокруг нас происходит смена какой-то обстановки или смена, ну, некоторые системы взаимоотношений, может быть, с людьми или с работодателем. И, к примеру, это может проигрываться как смена руководителя, смена графика работы. У кого-то выходили в офис, а теперь вы будете думать о том, как работать на дому. Или наоборот, вы работали на дому, а теперь вы будете куда-то ходить, больше общаться с людьми. Но сами по себе перемены, действительно, тут что-то для вас основополагающее может проясняться. И вообще хорошее настроение. И если на начало недели еще были эти мечи, то вот этот код, он означает, как и флирт, кстати. И это может быть новое знакомство, отношения или просто, мои дорогие близнецы, это хорошее настроение. Поэтому если было, ну, настроение так себе на начало недели, постепенно что-то проясняется и, может быть, вот это известие как раз и восстановит улыбку на вашем лице. Или, по крайней мере, чем-то вас вдохновит. А еще у вас на пороге добрые перемены. Прекрасный расклад. Смотрю, пока с вами разговаривала, что еще у вас совпадает. Не вижу совпадений. Пойдем с вами дальше. И первую карту, которую мы с вами достанем, что прояснится, с чем это будет связано. Или, может быть, с какой сферой жизни. Что же прояснится на этой неделе? Первая карта. Неожиданные события, неожиданности. Третья карта – добрые события, или что вас приятно удивит или обрадует. И к чему это все идет. По основным сферам жизни – дела, работа, бизнес. У кого-то документы, у кого-то обучение, денежная энергия, финансы. И что в личной жизни. Итак, что для вас прояснится? Тройка пентаклей. Это карта будущего. Это мы идем вперед. И у кого-то новое обучение.
или обучение, ну, каким-то новым навыкам, скиллам. По этой карте мы не просто ради любопытства что-то учим. У кого-то обучение языкам может быть и иностранные языки, а у кого-то язык программирования, или вы в поиске работы на дому, или поиске работы из любой точки мира. Вот к вашему знаку зодиака это очень может быть применено, или работа в интернет, и вы тоже осваиваете какие-то те самые скиллы, которые вам необходимы. В конечном итоге, как я сказала, не ради любопытства, мы в последующем это переложим на какие-то более практичные рельсы, и мы сможем заработать деньги, или увеличить наше жалование, или какие-то как вторичный доход. Вот здесь действительно для вас что-то проясняется, может быть и по части личной жизни, потому что тройка пентаклей говорит о сдаче экзамена. И у кого-то это буквально будет экзамен, когда вы получите какой-то документ. Может быть, это будет сертификат, диплом или просто какой-то документ, который перед вами открывает такие новые перспективы. Здесь может быть связано еще прояснение какой-то обстановки, как вы сдаете жизненный экзамен, какая-то прежняя история, которая у вас была, и может быть это касалось денег, работы, все же пентакли. Здесь может быть продолжено, но на каком-то новом уровне. Но я не исключаю, где-то это может быть связано и взаимоотношениями, даже для людей семейных. Возможно, какие-то ситуации денежные меняются, и для вас необходима какая-то перезагрузка по финансам. Или как открываются новые перспективы, но вам еще следует для этого перестроиться или что-то изучить. Но это всегда как вот светофор, да, наши трое плетут, и вот уже буквально последние стежки, и уже зеленый свет. Опять же, карта будущего. Но мы к нему подходим более рационально. Может быть, это как вторичный доход, и вы будете искать для себя варианты, каким образом это осуществить. И тогда для вас будет больше ясности. Давайте мы узнаем, что же как неожиданные события, неожиданности. Дьявол, все серьезно. Я могу вас поздравить, например, как неожиданные события вы прочувствуете в себе, знаете, как физическую силу. Ведь эта карта обо всем материальном говорит о том, что присутствует в нашем жизни. И в данном случае с положительным значением карта говорит о том, что у нас хватит физических сил, ну, выдержать даже какое-то напряжение, если это необходимо. Мы чувствуем себя бодрыми вот в эту неделю. И часто об этом карта говорит тоже. Но если мы все же спрашиваем неожиданности, зависимая ситуация, ведь она тоже проигрывается. Любая карта имеет множество значений, и как бы мы ее ни воспринимали, есть и плюс, есть и минус. Поэтому иногда это проходят вредные привычки. И привычки бывают разные. Бывает то, что мы все с вами знаем со знаком минус, но иногда это может быть не буквально какая-то зависимость от вредных факторов, но и тогда может быть как много работы. Трудоголиками вы можете быть, и где-то усталость тогда будет вас сказываться, вот как эти мечи. Да, сил достаточно, но, может быть, вам и захочется сделать некоторую паузу, как перезагрузку. И карта нам говорит, смотри, не допускай какого-то состояния, когда ситуация доходит до крайности. Здесь в неожиданностях есть и такой момент, когда внешняя какая-то игра. Вы можете тоже какую-то игру осуществлять. И это может касаться конкретных людей, или это может быть как игра, когда вы пытаетесь найти новые способы заработка. Помните, мои дорогие, в неожиданностях, раз тем более у вас выпадает 15-й аркан, легкие деньги опасны. За весь период нахождения Плутона в Водолее. Это лет на 20 вперед. И здесь никакой лотереи, иначе можно все проиграть. Поэтому будьте расчетливыми. И расчетливыми в плане финансов. Здесь нельзя с чем-то буквально, ну, как одеть розовые очки, или на кого-то понадеяться, или на его величество случай. Нечего надеяться. Будьте реалистами. Потому что если мы переигрываем, то мы не замечаем, как эта игра переходит в опасность и у вас в неожиданностях.
Но здесь могут и помешать буквально какие-то ситуации двойственные, в зависимости от отношений. И в неожиданностях вы можете осознать, что вы зависите от какого-то человека. Значит, тут тоже нужно навести какой-то порядок, вам с чем-то определиться, чтобы не быть марионеткой в чужих руках буквально. Потому что если мы заигрались, то мы рано или поздно наступает этот момент, когда мы отчетливо осознаем, мы действительно от чего-то зависим. У каждого по-своему, у кого-то просто, я надеюсь, с большим эффектом по части жизненных сил, активности, здоровья и бодрости проиграется эта неделя. Но для кого-то вот такая своеобразная игра, когда вы отчетливо понимаете свою зависимость либо от чего-то, либо от кого-то. Давайте мы узнаем добрые события для вас, мои дорогие близнецы. Что вас приятно удивит или обрадует? Перезагрузка. Это карта вдохновения. Вот, наверное, а то, что я говорила по пасьянсу, если еще на первые дни недели, настроение может быть так себе, но к концу недели оно выровняется. Поэтому это всегда новые начинания. Это могут быть, кстати, вопросы, связанные с поездками, с переездами или это новости по работе. Перед нами открываются новые возможности, но еще нужно знать, как это взять или как распределить собственные силы, определиться, в чем вы будете участвовать и на какой глубине, то есть имеется в виду, насколько вы далеко готовы зайти, в каком-то роде деятельности или, допустим, готовы продолжать свое личное дело, насколько сил хватит или насколько хватит вашей настойчивости. Но нулевой аркан, он и называется дурак, потому что мы не должны с чем-то просчитаться. И вот нам девушка показана, у нее как волшебный сосуд в руке, прообраз где-то Грааля. Да, возможность какая-то такая, восхитительно положительная в вашей руке сейчас есть, мои дорогие близнецы. Но вот уже расслабилась в непозволительном месте наша дева, и вот этот Грааль держит над пропастью. И сама-то она держится за какой-то, ненадежный сухой сук, и он может в любой момент обломиться. Поэтому какое-то зыбкое состояние надежности. С одной стороны, вроде бы как есть добрые перспективы, и мы ведь об этом сказали, то здесь тогда вы можете что-то упустить, от чего-то отказаться или не увидеть, не быть готовому, где-то побояться или находиться в каких-то сомнениях. А здесь у вас идет какая-то трансформация отчасти на этой неделе. Но это больше добрых энергий, которые, как пространство, Вселенная, вас пытаются, с одной стороны, вдохновить, увидеть новые, чтобы вы смогли увидеть новые перспективы, но и себя сохранять. Это тоже будет важно. В целом добрые события как раз в каких-то новых начинаниях или в новом качестве жизни, которое вы можете, буквально начать отстраивать или избавиться от каких-то зависимостей, разобраться с какой-то ситуацией, буквально, может быть, свести что-то к нулю, и тогда это будет новый старт. Вам это все помогает так или иначе. К чему все идет, мои дорогие близнецы? Давайте узнаем. У вас много старших арканов. Сияйте как звезда. И поэтому это может быть как рост вашей популярности. И часто по звезде будет проигрываться какой-то интернет-проект или этот проект, который связан как раз с вашим творчеством или с работой, может быть, даже на дому, с работой из любой точки мира, все то, что я перечисляла по тройке пентаклей. И это вам принесет и известность, и популярность, вдохновение, новые возможности, новое качество жизни. И будет продолжаться очень долго. Потому что две карты второго старших арканов – это Солнце и Звезда. И если Солнце нам показывает, буквально траекторию по времени месяцев 6-8, то карта Звезда лет 10-20. Тут у вас действительно какая-то перезагрузка на долгий период времени. И тогда вот эта работа или ваша деятельность, или пусть у кого-то проиграется с отношениями, к чему все идет, это будет продолжено на долгий период времени. А для кого-то из вас это переезд, который будет свидетельствовать о том, что вы куда-то собираетесь очень далеко или можете начать собираться. Рассматривать, по крайней мере, такие варианты.
по аркану звезда всегда исполняются наши желания. Поэтому какое-то желание у вас на этой неделе сбудется. Может быть, это будет связано с тем, что вы получите какое-то известие или важный документ. Но всячески положительная карта звезда – это где-то исполнение желаний. Верьте в свою мечту или намерение и цель, которые следует поставить более четко. Тогда будет как, таким наставником, проводником. Потому что вот сияние, да, звезды и соединяет, пусть это какое-то расстояние, или пусть мы на сегодняшний день не видим первых шагов, которые мы будем делать по осуществлению даже. Мы знаем, что нам придется какой-то путь пройти еще достаточно длительный. Но вот эта незримая связь, вот как нить, вас с этой мечтой должна соединять. И вам это буквально помогает. И мы ведь спросили, к чему все идет. Вы можете осуществить свою мечту. Мои дорогие близнецы, волшебные карты. Но здесь нужно быть, конечно, реалистом и навести, может быть, какой-то баланс в своей жизни. Сфера ваших достижений, работа, учебы, полный драйв. И если был какой-то застой, здесь начинают происходить перемены, что-то меняется. Здесь действительно могут быть важные новости, с которыми вы должны взаимодействовать именно в моменте здесь и сейчас. Карта скорости. Не отложи чего-то на потом и будь готов к неожиданностям, что обстоятельства вокруг тебя будут меняться. Это могут быть как изменения на вашей работе, перемена, повторюсь, руководителя, смена графика работы. Или это пусть по вашим инстанциям, которым вы планировали куда-то поехать или что-то осуществлять. Здесь тоже может меняться, как, допустим, у чиновников, график приема работы, и вам придется что-то корректировать. Вы, к примеру, запланировали в один день, а здесь могут сроки смещаться. Тогда куй железо, пока горячо. Поэтому чего-то не упустить, мои дорогие, потому что по рыцарю жезлов, если мы действуем именно согласно тому, как у нас складываются более удачно перспективы, то тогда для нас будет больше бонусов. Успею ухватить какую-то мечту за хвост, может быть и так, мои дорогие близнецы, но и с другой стороны, будь готов к неожиданностям. Где-то это пересекается с тем, как доброе событие, по которой и карта нулевого аркана, и я все то, что проговорила, эта карта просто подтверждает. Деньги, финансы, королева жезлов. Вообще это ваша карта, это карта независимого человека. И, конечно, если на деньги, то мы считаем. По этой карте какая-то заначка, мои дорогие, или та сумма, о которой не знает никто. И по этой карте наша независимость, она где-то, видимо, зависит от денег или от количества той суммы, которой вы располагаете. И знаете, не рассказывайте себе много. У вас могут выпытывать, у вас 15-й старший аркан, и это тоже материализм, и, кстати, деньги, не только физическое самочувствие. Здесь вы можете получить крупную сумму денег, но тогда с учетом королевы мечей. Вы должны просчитать, как будто не трать. Или оставь, я его сказала, заначку, или прибереги эту сумму, потому что в твоей жизни сейчас что-то будет меняться, и, возможно, какой-то проект вы как раз можете осуществить. Открыть, может быть, бизнес, открыть интернет-магазин или сделать важные инвестиции в собственные знания, в самого себя. Здесь у каждого по-разному, но с учетом королевы мечей. Вот есть какая-то данность, она умеет правильно видеть реальность. По этой карте идет и интеллект. Это вы, мои дорогие близнецы, ваша карта. И неважно, кто меня смотрит, мужчины или женщины, но королева мечей – это прообраз Юдифи. Есть какое-то дело, причем как ваша миссия, которую вы должны пройти или выполнить в одиночку. Это я вижу какой-то проект, который вы должны, может быть, и по части все же у нас мечи – это пространство, эфир, интернет, и действительно у кого-то как работа на дому или работа из любой точки мира, или пусть это вторичный доход. Вот такие направления вы можете рассматривать, и для этого у вас будут перспективы. И вот эти деньги вам действительно для чего-то могут понадобиться, и хоть вы их и получаете, надо их правильно рассчитать. Личная жизнь. Вы знаете, тут какая-то может быть многозадачность. Иногда и наши родственники
много просьб каких-то от наших детей, даже если дети взрослые, или какие-то факторы, которые пытаются на вас влиять. И мне очень нравится, как прорисована эта карта, ведь семерка жезлов, вот эта многозадачность, это приходит со стороны. Это на нас пытаются воздействовать, чтобы мы с чем-то согласились, в чем-то проучаствовали. А карта очень красиво прорисована. Сохраняй свой собственный дзен, свою собственную внутреннюю гармонию. Не откликайся на все подряд, не трать времени даром, не устраивай себе эту самую многозадачность, иначе ты потеряешь время, потеряешь силы, энергию, но бонусы получит кто-то другой. Или, может быть, для вас уделить время отдыху, мои дорогие близнецы, вместо того, чтобы быть всем удобным или быть всем полезным. У вас что-то очень важное может проясняться на этой неделе, но не менее важны вы сами, ваше собственное состояние, гармонии в душе и физическое здоровье тоже. Правильно распределить силы, об этом нам говорит карта. И для всех, каждого из вас, будь то вы в паре, может быть, это ваша пара, это ваши дела семейные, и когда вы вдвоем будете что-то продумывать. И не создавая себе эту, опять же, многозадачность, пытаясь успеть везде и всюду, и на работе, или в откликах от окружающих, или могут обращаться ведь даже нарочито люди, к примеру, с такой фразой: «У тебя это получится, только ты можешь это осуществить», или «У тебя получится лучше, чем у меня». Вот не поддавайтесь на какую-то даже лесть, буквально не сглупите. Иногда мы слышим что-то приятное, не успев додумать, мы на что-то соглашаемся. Здесь даже продуманное согласие у вас должно быть, мои дорогие близнецы. Вы сами в центре внимания на этой неделе, потому что для вас много старших арканов. Тут как и возможности, как и достижения, но есть еще какая-то игра, в которой нет смысла участвовать, мои дорогие. И кто знает, может быть, это каким-то образом касается взаимодействия, может быть, даже с вашими друзьями, с вашими близкими или с какими-то людьми. Нет, вот эта неделя вы должны с чем-то для себя очень основополагающим разобраться. Перекладывайте на себя, мои дорогие близнецы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.